Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц с разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо за ваши комментарии, за ваши отзывы, пожелания, за лайки, за подписки. Я сегодня к вам вот с такими ниточками. Ниточки новые, вот именно такой расцветки, да. У нас буквально на канале только один узорчик данными ниточками связан, но и с новым узорчиком. Новички, кто еще не работал с такими ниточками, смотрите, называются они Alize Angora Gold Simli. Идем дальше. В моточке 100 грамм, в 100 граммах 500 метров. По составу здесь 75% акрила, 20% это шерсть, 5% металлическая ниточка. Видите, как блестит, переливается. Нам советуют производители брать крючок от 2 до 4. Я беру крючок, смотрите, номер 3. Я данную пряжу вязала крючком номер 3. Вот. Вы, в свою очередь, берете любую пряжу, не только такую, которую показываю я. Все узорчики универсальны, поэтому пробуйте, вяжите из летней, из демисезонной, из зимней пряжи. Узорчик один и тот же, но с разной пряжи смотрится совсем по-разному. Так, и пока не забыла, девчата, ребята, будете спрашивать про цвет. Смотрите, цвет 168. Он и не серый, он и не бежевый. Он, интересно, такой какой-то непонятный, ну, такой оригинальный. Ну что, свяжем? Итак, схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю. Вот какого качества она есть, да, бывает лучше, бывает хуже, но вы просите схемки, смотрите, разбирайтесь. Те, кто не умеет работать со схемками, повторяйте за руками. И у вас все получится. Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 14 петелек. Я наберу 2 раппорта. Узорчик красиво получится. 2 раппорта и дополнительно справа и слева наберу петельки для того, чтобы красивый узорчик закончится. Да? И получается, я наберу всего 43 воздушные петельки. Вы, в свою очередь, набираете столько, сколько вам будет удобно. Итак, для начала все как всегда. Мы делаем петельку фиксации, и при наборе петелек мы данную петельку не считаем. Теперь я набираю 43 воздушные петельки. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 и 43. Вот такой большой нынче у меня будет образец. Как и во многих узорчиках, новичкам рекомендую сделать вспомогательный ряд, состоящий из столбиков с накидом. Итак, 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку аккуратненько вот так нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. 1, 2. Столбик с накидом. Накид. В следующую по порядку петельку цепочки нырнули, вытянули ниточку и точно так же по 2 петельки провязали столбик с накидом. Следующую петельку точно так же, и следующие, и все последующие петельки вы провязываете столбиками с накидом. Это могут делать и опытные мастера, это могут делать и новички, просто-напросто, чтобы не запутаться в воздушных петельках, когда будете провязывать узорчик. В столбиках вы точно не запутаетесь. Столбики набираются первый ряд немножечко дольше, чем остальные ряды вяжутся, но не пугайтесь. Опытные мастера могут сказать, что это всегда так, не только у новичков. Правильно? Все, и вот так вот провязывайте до конца ряда. Сами себя контролируйте. Количество по итогу столбиков должно быть ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочке. Я набрала 43 воздушные петельки, у меня должно получиться 43 столбика. Первые 3 петельки подъема – это имитация столбика с накидом. Считаем за столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 столбиков я уже провязала. Давайте самостоятельно до конца ряда. И в конце ряда встретимся. Это несложно. У вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот провязали наши столбики все ровненько, аккуратненько. И далее смотрите, как по схемке. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот, накид. И сюда же в верхушку этого же столбика провязываем столбик с накидом. Есть. Далее смотрите, накид. Пропускаем 2 столбика. 1, 2. В 3-й столбик нырнули, провязали столбик с накидом. Далее воздушная петелька.
накид. И сюда же опять вернулись в верхушку этого же столбика и провязали столбик с накидом. У нас получилась вот такая вот рогаточка. Вот. Дальше что мы делаем? 2 воздушные петельки. Раз, два. Смотрите, в столбиках пропускаем 2 столбика. Раз, два. В третий столбик просто обычно нырнули, вытянули ниточку, 2 петельки провязали вместе. Это столбик без накида. Дальше 2 воздушные петельки. Раз, два. Пропускаем 1 столбик и в следующий столбик провязываем столбик без накида. Дальше 2 воздушные петельки. Раз, два. Опять пропускаем 2 столбика. Раз, два. И в третий провязываем столбик с накидом. Воздушная петелька. Накид. Сюда же обратно вернулись в этот же столбик. Провязали еще 1 столбик с накидом. Сформировали вот такую вот рогаточку. Вот что в итоге у нас получается. Далее смотрите. Накид. Пропускаем 2 столбика и в третий столбик провязываем еще раз такую же рогаточку. Столбик с накидом раз, воздушная петелька и вернулись сюда же и провязали столбик с накидом 2. Вот, у нас уже 2 рогаточки. Теперь накид. Опять пропустили 2 столбика, в третий столбик провязали еще 1 рогаточку. Это будет третья рогаточка. Столбик с накидом, воздушная петелька, вернулись сюда же, столбик с накидом. Угу. Далее 2 воздушные петельки. Раз, два. Пропускаем 2 столбика. Раз, два. В третий провязываем столбик без накида. Помните, мы так уже с вами провязывали. Вот. Дальше делаем опять 2 воздушные петельки. Раз, два. Пропускаем 1 столбик и следующий столбик без накида. 2 воздушные петельки. Пропускаем 2 столбика. Раз, два. И в третий столбик провязываем рогаточку. Столбик с накидом, воздушная петелька. И опять вернулись сюда же, столбик с накидом. Вот, то есть мы с вами уже повторяем. Вот у нас самое начало. Это как бы у нас пол рогаточки и рогаточка. Вот с этих 3. Поняли, да? 3 были рогаточки. Тут как бы половинка и 1. Дальше мы с вами делаем вот такие вот арочки. Потом опять 3 рогаточки. Арочки. Дальше будут 3 рогаточки. Арочки и так далее. Поняли? И до конца ряда. Давайте самостоятельно в конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, я провязала практически до конца ряда. Вот у меня получается половина рогаточки, рогаточка, арочки. 3 рогаточки, арочки. 3 рогаточки, арочки. И здесь у нас заканчивается ряд, как и начинается рогаточка. И здесь будет половинка рогаточки. Итак, 2 столбика пропустили, и там, где у нас 3 петельки подъема, вот в третью петельку аккуратненько нырнули, вытянули ниточку, провязали столбик с накидом раз, и сразу же без воздушной петельки накид сюда же, второй столбик с накидом 2. Вот такая вот как бы полурогаточка. Все, ряд наш закончен. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. Поворот. Точно так же накид, и сюда же в верхушку первого вот этого столбика провязываем столбик с накидом. Тут как бы имитация первая столбика, да, 3 воздушных петельки, то есть 2 столбика. Дальше смотрите, вот там, где наша рогаточка, вот в эту арочку нырнули и провязываем столбик с накидом раз, воздушная петелька, и сюда же обратно вернулись столбик с накидом 2. И у нас получается, что мы провязали рогаточку над рогаточкой. Видите? Ничего сложного. Дальше смотрите внимательно. Накид. Вот у нас 3 арочки. Раз, два, 3. Работаем с центральной арочкой. Накид. Нырнули в арочку, вытянули ниточку, провязали 2 петельки. Стоп. Держим на крючке, не провязываем. Накид. Еще раз сюда же в арочку нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки. Стоп. И вот теперь 3 петельки вместе. Оп. У нас получается такой лепесточек. 2 столбика с накидом с общей верхушкой. Далее воздушная петелька. Возвращаемся сюда же, провязываем точно такой же лепесточек. Опять 2 столбика с накидом с общей верхушкой. То есть мы уже сами лепесточки вязали, вы уже знаете. И 3 петельки вместе. Оп. Воздушная петелька. Опять накид. Сюда же провязываем 3 лепесточек. Раз. Накид. Сюда же 2. И 3 петельки вместе. Оп. У нас получился вот такой вот маленький веерочек, состоящий из 3 вот таких вот лепесточков. Идем дальше. Накид. Вот у нас идут
3 наши рогатки, и мы над каждой рогаткой будем провязывать еще одну рогатку. То есть вот в центр в арочку нырнули, вытянули ниточку, провязываем столбик с накидом 1, воздушная петелька, и сюда же провязываем столбик с накидом 2. И у нас получилась рогатка над рогаткой. Угу. Дальше сразу же накид в следующую вот рогаточку нырнули в центр в арочку и провязываем столбик с накидом 1, воздушная петелька, столбик с накидом 2. Все, вторая рогатка над рогаткой. И точно так же сразу же третью рогаточку провязываем, столбик с накидом 1, воздушная петелька, и сюда же столбик с накидом 2. Все, несложно, видите? И у нас получается вот в самом начале ряда как бы пол рогаточки, видите, да? И рогаточка. Это вот те самые, вот отсюда начинается пол рогаточки, рогаточка. То есть дальше идет повторение. Давайте еще раз. Накид. Вот 3 арочки. 1, 2, 3. Вот в самую центральную мы будем работать с ней, провязывать лепесточки. Столбик с накидом не до конца, второй столбик с накидом не до конца. Теперь 3 петельки вместе. Первый лепесточек готов. Воздушная петелька и опять сюда же. Второй лепесточек провязываем. 2 столбика с накидом с общей верхушкой. 3 петельки. Оп. Воздушная петелька и третий лепесточек сюда же. 1, 2. Провязали. Все, видите? Точно такие получаются у нас лепесточки, как вот здесь. Вот. Дальше у вас идут рогаточки, видите? Рогаточки. 1, 2, 3. Дальше у вас будут вот эту центральную арочку лепесточки. Поняли? Давайте провязывайте до конца ряда самостоятельно. У вас получится. Но в конце ряда встречаемся. Давайте. Так, смотрите, вот что у нас по итогу получается. Ровненько, аккуратненько, красиво. И заканчиваем ряд точно так же, как и начинали. Помните, да, у нас одна целая рогаточка, а одна такая вот как бы половинка. Мы в последние вот эти 3 петельки подъема провязали 2 столбика с накидом. Ничего сложного, точно так же, как в предыдущем ряду. Далее идем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Опять сюда же, в верхушку этого же столбика, откуда провязывали, мы провязываем столбик с накидом. То есть у нас здесь без изменений каждый ряд мы так провязываем. Дальше над рогаточкой опять будет рогаточка. Накид. Нырнули вот в эту арочку, провязываем столбик с накидом. 1. Воздушная петелька. И сюда же обратно вернулись и провязали столбик с накидом 2. Вот. Тут вообще без изменений, тут все понятно. И так будет продолжаться из ряда в ряд. То есть каждый ряд будет провязываться так. А дальше, смотрите, мы будем повторять самый первый ряд. 2 воздушные петельки. Так. Потом вот у нас между нашими лепесточками арочки. Мы будем работать с арочками. В первую арочку между лепесточками нырнули, провязали столбик без накида. Опять 2 воздушные петельки. В следующую арочку между лепесточками нырнули, провязали столбик без накида. Есть. 2 воздушные петельки. Теперь смотрите, там, где у нас рогаточки, мы будем опять провязывать над ними рогаточки. То есть здесь вообще не сложно. Столбик с накидом 1, воздушная петелька, вернулись сюда же, столбик с накидом 2. Есть, первая рогатка готова. Теперь сюда, над второй рогаткой будет еще одна рогатка. Тут опять же без изменений. С рогаточками все одинаково будет из ряда в ряд. Тут вообще не запутайтесь. Рогатки, значит рогатки. Все. И третью точно так же. Столбик с накидом 1, воздушная петелька и сюда же столбик с накидом 2. Вот, видите, что в итоге получается? Все. Дальше опять мы делаем наши арочки. 2 воздушные петельки. Так. Вот между лепесточками арочка. В нее провязываем столбик без накида. Есть. 2 воздушные петельки. В следующую арочку между вторым и третьим лепесточком столбик без накида. Есть. 2 воздушные петельки. И опять начинаете провязывать рогаточки. Все, несложно. Вы точь-в-точь повторяете самый первый ряд, но просто вы увидели, куда будут у вас присоединяться столбики без накида. Все, давайте самостоятельно до конца ряда. И в конце ряда встретимся. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, растет наша красота. Вот что у нас по итогу получается. Рогаточки над рогаточками. К веерочкам мы, получается, приготовили арочки. Заканчиваем ряд точно так же, как и начинали. Точно так же, как в предыдущих рядах. Да? Над рогаточкой рогаточка. И в последний столбик, получается, в третью петельку подъема провязываем 2 столбика с накидом. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2,
3, поворот. Сюда же верхушку этого же столбика провязываем столбик с накидом, тут без изменений. И над рогаточкой рогаточка, тут получается тоже без изменений. Столбик с накидом 1, воздушная петелька и сюда же столбик с накидом 2. А теперь повторяем точь-в-точь наш второй, получается, ряд, где мы провязывали вот в центральную арочку 3 лепесточка. Помните, да? Итак, накид. Первый лепесточек, столбик с накидом не до конца, столбик с накидом второй не до конца. 3 петельки вместе. Есть. Воздушная петелька и сюда же опять столбик с накидом и столбик с накидом провязываем не до конца, а потом общая верхушечка. Оп. Воздушная петелька и третий лепесточек. 1, сюда же 2 и 3 петельки вместе. Оп. Вот. И сразу же перепрыгиваем, получается, к нашим рогаточкам и будем провязывать рогаточки. Все, мы с вами уже провязали наш вертикальный раппорт узорчика аж целых 2 раза. То есть вы уже все поняли. Сам по себе узорчик, поняли, да? 2 рядочка. В начале у нас арочки, потом у нас идут листочки, лепесточки. Арочки, листочки, лепесточки. Ну, а с рогаточками тут вообще ничего сложного, да? То есть из ряда в ряд повторяете рогаточки. Все. Вот это и есть вся прелесть данного узорчика. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получится. Получится очень красиво. Все, встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот такая у нас получается красота. Смотрите, у нас красота будет двусторонняя. Что с одной стороны, что с другой стороны. Узорчик у нас одинаковый. То есть это идеальный именно из данной пряжи и данного узорчика будет идеальный узор для палантина. Опять же, не забывайте, летние ниточки, это у вас могут быть кардиганчики летние, да, топики, маечки. Если это будут зимние ниточки, то это шикарные шарфики, снудики. Узорчик можно поворачивать на ваше усмотрение. Вот, вы можете сделать так, что у вас веерочки будут смотреть вниз, рогаточки тоже будут смотреть вниз. И для контраста я решила показать вам на черном фоне, как будет выглядеть тот же самый узорчик. Видите? То есть более детально видно, чем на белом фоне. Где какие веерочки, где какие рогаточки. Смотрите, какая красота. Да? Давайте замерим красоту. Итак, если моя пряжа, мой крючок, моя плотность вязания, у меня, смотрите, получается, у всех все по-разному будет, поэтому пробуйте, вяжите своей рукой. Ну вот, 20,5 сантиметров. Это 43 воздушные петельки я набирала сегодня. И здесь получается у нас вспомогательный ряд, а потом идет вот такая вот арочка и над ней лепесточки. То есть 2 ряда. 2, 4, 6, 8, 10, 12. И первый ряд это 13. Так, давайте замерим вот именно там, где у нас идут наши лепесточки. Это будет вот 12 с хвостиком сантиметров. Как вам? Узор очень простой, очень. То есть справится и новичок. Опытные мастера так вообще быстро свяжут вещичку какую-нибудь интересную. Когда поймете принцип узорчика, да, вы можете количество вот данных вот рогаточек либо уменьшать, либо увеличивать. То есть на ваше усмотрение. У вас могут быть такие широкие полоски, а могут быть узенькие. Узорчик, конечно, не новый. Если кто из вас что вязал данным узорчиком, рассказывайте. Нам будет интересно, какими ниточками, что у вас получилось. Пишите в комментариях, а мы будем читать и вдохновляться. Угу. Так, надеюсь, сегодняшний узорчик вам понравился. Не забывайте оставлять свои лайки. Пишите обязательно комментарии. Подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик. Вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты. Не забывайте заглядывать в плейлисты на канале. На главной странице канала узорчиков уже очень много. И они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. Нажимаете на понравившийся плейлист, смотрите видео, вяжете с удовольствием. Ну что, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.